товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками? Как об этом трудят неустанно фашистские властные пропагандисты? Конечно, нет. История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вейгельман в период Первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражение от русских и французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войсками. То же самое можно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. Если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия также может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма. Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченные немецко-фашистскими войсками, это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась в невыгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Но войска Германии, как страны, ведущие войну, были уже целиком отмобилизованы. И 170 дивизий, брошенных Германии против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления. Тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ним и СССР, не считаясь тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом, германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танком, авиацией. Красная армия и Красный флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно вернутся за каждую 5 советских дней. Кто вступает в главные силы Красной армии, вооруженных тысячами танков и самолетов? Храбрость воинов Красной армии беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной армией о защиту Родины поднимается весь советский народ. Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли ту глубину опасности, которая угрожает нашей стране.
и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроения мирного строительства. Враг жесток и неумолим. Он ставит себе целью захват наших земель, портит нашим топом, захват нашего труда и нашей нефти, портит нашим трудом. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинить интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Наша война за свободу нашего Отечества дается борьбой народов Европы и Америки, за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. Наши силы неисчислимы. Создавшийся враг должен будет скоро убедить Совет. Все наши силы на поддержку нашим